Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы на канале Вязание. Сегодня у меня 22 июня, вторник, и я наконец-то решила, что нужно снять видео. В предыдущие дни все пыталась снять вязовлог, но у нас сейчас в Краснодар пришла жара, и не совсем комфортно мне снимать. Да, немножко смешно звучит, но, в общем, у меня оборудовано мое рукодельное место, где я снимаю, на лоджии. И вот здесь вот слева у меня стена, на которой висит блок от сплит-системы. И если я его включаю, то видео идет звук такой, гул. Ну, в общем, невозможно снимать. А без сплит-системы очень-очень жарковато. Вот, поэтому сегодня решила снимать, так сказать, с утра пораньше, пока не жарко. И буду снимать, в общем, все свои продвижения за то время, пока отсутствовала. Итак, помните, я вязала вот такого вот бегемотика. Многие уже вяжут. По нему у меня мастер-класс. И, как я уже говорила, я нарисовала эскизы, такие наброски карандашом, каких животных я хотела бы еще связать. Вот. И одним из следующих героев у меня придумался носорог. И, знаете, хотелось такого носорога, как в мультиках, в комбинезончике, все. И я, так как, когда снимала мастер-класс, вязала еще вторые дополнительные детали. Ну, то есть у меня вот есть игрушка, и мне же на камеру всегда надо связать еще детальки какие-то, да. И у меня вот были ушки, мордочка. И я подумала, что свяжу рог носорогу, да. Рог же, правильно. Вот. И просто добавлю в описание, ну, вот этот рог. И будет носорог. Вот. Вот так вот. Но мне как-то что-то не понравилось. Я посмотрела картинки в интернете. И вот в свои 30 лет я узнала, что у носорога два рога. Есть еще вот такой вот маленький, который вот сюда вот якобы надо пришить. Не знаю, как-то раньше, наверное, просто не обращала внимания, что их два. Но в мультиках вроде бы всегда был один. Вот. В общем, соседи, как обычно, мне не дают снимать. Ну, в общем, как вы уже поняли, мне не понравилась такая идея. Мордочка слишком большая, ушки какие-то большие. И вроде бы бегемот похож на носорога, но я решила все это дело переделать. И получилась у меня вот такая вот игрушка. Я ее, конечно, еще не доделала. Уменьшила мордочку, сделала ее такую более кругленькую, поменьше. Вот. И вот такой результат мне уже нравится больше. Но я так поняла, что вот этот второй рог я, наверное, сюда не буду цеплять. Пусть он будет один. Так. Ну, по идее, вот здесь вот должен быть второй. Как-то вот так. Ну, в общем, носик такой маленький, и как-то это, ну, все несуразно смотрится. В общем, вот этот маленький решила не пришивать. И я здесь еще не довязала такую часть от комбинезончика. В общем, пока у меня в коточке и в штанах, но вот здесь вот будут еще лямочки комбинезона. Ушки поменяла, сделала их поменьше. И, ну, в общем, такие попроще. Не двойные, как вот эти вот я вязала, а в односталь. Чтобы они были такие маленькие, мягенькие. Еще ничего не оформляла. Как обычно, все оставляю, чтобы потом показывать все в мастер-классе. Вот. В общем, вот такие вот у меня продвижения. Вот такая вот задумочка у меня воплощается. Тут, конечно, ниточки, не совсем все понятно. Но я думаю, даже без оформления все-таки на носорога он похож. И такая мордочка ему идет больше. Вот.
такая у меня игрушечка. И вот я еще что-то не поняла, надо ли хвостик на сороку. Ну, наверное, на штаны пришивать вот так не буду. То как-то это не очень смотрится. Пусть как будто бы хвостик там, в штанишках остался. Так, и это не все. Эта неделя у меня была продуктивная. И, как помните, у меня оставалась заготовочка вот такого тела с мастер-класса. И я ее решила также преобразовать в игрушечку. Долго думала, что может быть такого цвета. И потом вот вспомнила, что могут быть такие коровки. Вот на шоколадках Милка есть такие фиолетовые коровки. Но, как видите, это не совсем коровка. Ну, по моей задумке, это овечка. Не знаю, похоже или нет. Вот такой у нее хвостик. Я подумала, что овечки тоже могут быть такими. Здесь вот все наживлено, как обычно, для мастер-классов. Ну, в общем, что поделать. Я думаю, так образ понятен. Тело у нас у всех одинаковое. И вот только другие детальки. Но эта овечка непростая. Она может переделаться в коровку. Так, сначала покажу, что изначально я для коровки вязала вот такое платьюшко. Ну, в принципе, для овечки тоже. Такое вот простенькое, съемное. Ну, точнее, наверное, не платьице, а сарафанчик. Так. Сейчас. Тут хвост. Ну, это, знаете, так, просто чтобы обозначить мальчик, девочка. Вот. Такая красотка сразу получается. Ну, вот тут насчет хвостика не знаю. Ну, наверное, пусть все равно он будет. Хвостик он и хвостик. Ну, вообще изначально платьице было для коровки. Вот. И вот смотрите. Мы убираем хвостик. Присоединяем вот такой вот хвостик, как у коровки. Так. Ну, допустим, здесь у нас будет хвост. Вот так. И уже сарафанчик смотрится лучше, когда нет хвостика вот у этой овечки, да? Овечка, коровка, в общем, запутала вас. Смотрите. Вообще, вот это платьюшко можно было вывязать прям по телу, чтобы оно было несъемное. Просто нужно было здесь один рядочек оставить за задние стенки вязать, и передние стенки были бы для платьюшка. Вот как здесь я оставляла, и поверху буду вязать вот здесь комбинезончик. Но так как у меня заготовка уже была, поэтому пришлось связать такое съемное платьице. Так, и смотрите. Можно, вот ушки у нас у овечки вот так вот висят, да? Потом можно, допустим, пришить их вот так вот ровно. Так. Ну, конечно, тут на разном уровне получилось. Но я думаю, примерно видно, что ушки уже у нас коровьи. И вот эту вот мордочку меняем на вот такую вот побольше. И уже у нас получается коровка. Я, наверное, также и буду снимать сразу две игрушки в одном мастер-классе. Так как детали все одинаковые, и на овечку, и на коровку, ну, только вот хвостик меняется и мордочка. Я, наверное, сниму сразу все в одно, чтобы, ну, не мудрить, не снимать отдельно по овечке, отдельно по коровке. Вот решила их соединить вместе.
Я думаю, интересная такая игрушечка получается. Хоть уже и год быка заканчивается, да, но я думаю, коровка тоже имеет место быть, как сувенирчик. Вот. И я думаю, она такая маленькая, миленькая, игровая для ребенка само то. Ну, здесь, конечно, ноздри нужно вышить, мордашку оформить, все попришивать. Но я думаю, задумка хорошая. То, что так овечка, а так коровка. Вот. И ничего выдумывать не надо. И те детали, я думаю, подходят. Ну, только вот пришить нужно будет вот так вот. Вот. Вот такая вот у меня заготовочка к мастер-классу. Я мастер-класс еще не снимала, но вот подготавливаю. Так, и это не все. Я в сторис в Инстаграм показывала. Ну, немногие подписаны, конечно. Вот показываю еще. Мне девочки очень много написали комментариев по поводу того, каких животных можно еще связать по этой схеме. И вот мне больше всего понравился комментарий по поводу зебры. А зебры я еще никогда не вязала. И я этих уже бросила, решила вязать новую заготовочку. Так сказать, тестирую, смотрю, на каком уровне, где что поменять цвет. И получается, у меня уже есть вот такое вот начало для зебры. И также я еще связала мордашку. Вот так вот сюда. И мне очень нравится. Никогда не подумала, что мне понравится вязать черным-белым цветом одновременно. Ну вот оно как-то так смотрится. Может быть, потому что я никогда зебр не вязала. И я вот думала здесь продолжать полоски делать. Но посчитала так, что вот эти вот два ряда выходят на черный цвет. И получается, и глаза, и полоска сольется, и не будет глаз видно. Конечно, можно делать ее всю полосатую, если, например, ставить глиттерные глазки, вот эти вот блестящие, тогда будет хорошо смотреться. Ну, а так как у меня черные, то не совсем, наверное, то. Я не довязала. Вчера буквально это все дело вязала. И дошла вот до черных рядов, и уже под лампой было вязать плохо. И я это дело бросила. Все-таки днем вязать черный цвет лучше. Ну, в общем, я не напрягаю глаза, так как я уже хожу в очках. Ну, пока только для Дали, но все равно. Я думаю, что либо стресс, либо вязание. Что-то отложилось на моем зрении. Ну, в общем, чуть-чуть ухудшилось. Вот. Но вязать я все равно буду. Угу. Потому что мне это очень нравится. Вот. Берегу глаза как могу. Вот. При лампе не вяжу. Вяжу днем. А вечером что-то такое простенькое, светленькое. И без всяких там подсчетов и всего остального. Так, в общем, показала, какие у меня есть заготовочки для будущих мастер-классов. У меня еще есть там другие задумки. Большой списочек. Конечно, не все попадут в список, но... Не так. Конечно, не всех я свяжу из списка, но все-таки новые мастер-классы будут. Я вот только думаю, что какие-то мастер-классы я буду соединять. Вот, конечно, носорога можно было с бегемотом соединить. Но хотя, в принципе, здесь детальки теперь другие. Ну, в общем, буду думать. Я написала список всех игрушек, которые можно связать. И вот буду компоновать, чтобы в одном мастер-классе было по 2 игрушечки. Либо я это буду снимать одно и то же до следующей Пасхи. Вот. Так. И еще хочу показать. Помните, я вязала вот такую вот куколку. И сказала, что мне не нравится цвет платья, так как у нее здесь розовенькие трусишки. Так вот.
я решила это все дело перевязать. И сейчас хочу вам показать, как изменится вид куколки. Вот она такая темненькая, да, а лицо у нее светленькое. И платье сливается. Мне вот даже в комментариях подметили, что платье точно не подходит. Вот. И я решила его все-таки перевязать. И сейчас покажу, что у меня получилось. Связала вот такое вот платьице. Пришила здесь вот пуговички. Вот. Оно, конечно, не такое, как цвет трусишек. Но мне показалось, что, ну, как-то не совсем то. Не знаю, почему такой цвет выбирала. Я же эту куколку вязала в поездке. И, видимо, какие цвета взяла. Ну, в общем. И, в общем, с тех и вязала. Вот. В следующий раз надо внимательнее брать ниточки. Либо не вязать из того, что есть. Так. Здесь у меня тоже застегивается все. Вот так. И уже у куколки совсем другой вид. Я еще тапочки связала. Вот так. Здесь немножко у меня, конечно, как-то не совсем ровненько получилось. Ну, будем думать, что это просто такой дизайн. Так. Тапатули. И получается вот такая вот куколка. Уже ей такое платьишко идет побольше, так как она темненькая. И к трусишкам хорошо подходит, так как розовенькая с розовеньким. И так мне уже нравится больше. Еще бы ей, конечно, поменять глаза, и вообще будет красотка. Ну, в общем, пока так. А вот это платьице я оставлю для другой куколки. Я уже даже для нее связала паричок, голову. И это будет очередная куколка Ксюша по мастер-классу Татьяны Риентович. Вот. Будет вот такая вот красотка. Я предыдущую показывала в вязовлогах, да и в готовых работах. У нее были такие короткие волосы, а эти я вот связала такие подлиннее. Ну, конечно, я хочу это еще немножко отпарить, и будет такая будет такая куколка, в общем, средней длины волосы. Ну, это длинные такие. И у меня, кстати, еще заготовка лежит на паричок вот этот, на такой коричневый, но я его еще не вязала. Занималась я вот игрушечками по своим мастер-классам и связалась только вот такое дело. Почему-то так смешно выглядит, как будто лысина. Вот. Ну, здесь утяжки нужно. В общем, много-много дел. Но для этой куколки я уже тоже немного связала. Связала вот такие ручонки. И вот начинала вязать ножку. Выбрала вот такой вот цвет, 67-й. Я как-то вязала из такого цвета жирафиков. И вроде так красиво получалось все. Но вот начала вязать ножку. И не знаю, вот камера, может быть, не совсем передаст. Но этот цвет имеет какой-то зеленоватый оттенок. Я хотела связать гольфики. Ну, так сказать, носочки желтенькие. Ну, чтобы не вязать их белые, потому что я, белые не очень люблю. Потом смотрю, вот этот цвет, он как-то не совсем с этим сочетается. И какие-то
Ну, в общем, не понравилось мне. Какой-то грязновато-зеленый цвет, и с цветом тела не совсем сочетается. Конечно, можно было вязать вот таким вот, и, ну, вот из такой ниточки, да, но я думаю, и носки, и волосы одного цвета. Ну, в общем, не захотела. Потом нашла вот такой вот моточек. На камеру не передается. Он немножко поярче, он такой персиковый. Думаю, носочки хорошо подойдет. Но вот так прислоняю, эти носочки будут также сливаться с телом. Вот. Я прикладывала разные цвета. Все думала, каким же мне вязать вот трусики и носочки. Я понимаю умом, что белый цвет идеально подходит и красиво смотрится. Все. Ну, вот не лежит у меня душа, потому что очень маркая игрушка. Ее куда ни положи, этот белый цвет пыль собирает. Ну, в общем, не хочется мне. И вот решила вязать из такого. Это 76-й вроде бы цвет, если я не ошиблась. И связала вот две ножки, ну, две стопы, да. Не наполняла их еще, ничего. И вот хочу попробовать таким цветом связать. Вот это вот носочки у меня будут и трусики такого цвета. В принципе, понимаю, что, как сказать, ну, в природе, да, там, или просто у игрушек. Вообще понимаю, что носки могут быть вообще любого цвета. Да и в жизни у нас бывают цветные носки, не только белые, черные. Вот. Ну, не знаю, вроде бы эти цвета так сочетаются неплохо, но как оно будет в жизни, я не знаю. Посмотрела, что и желтенький сюда неплохо смотрится. Но опять же, я же оставила это платье для этой куклы. И вот, ножки уже к платью не подходят. Получается, нужно какое-то другое платьюшко будет вязать. Ну, в общем, сама себе какую-то проблему придумала. В общем, сидела, хотелось начать вязать куколку, но вот с носочками получился вот такой вот затык. Ну, может, мне просто кажется, что цвет не подходит, а когда я свяжу, может быть, это будет и красиво. Главное теперь придумать, какого цвета будет платьюшко. Вот. Надо, чтобы подходило к телу еще. Вот. Ну, в общем, придется еще одно вязать. Этот наряд не подходит. Но зато, наверное, вот этот подойдет предыдущей куколке, которая вот с такими волосенками. Вроде бы красиво смотрится. Так. Вроде бы больше ничего не вязала. Это и все, что было у меня связано. Ну, я думаю, что достаточно хороший такой результат. Теперь осталось только снимать мастер-классы и пополнять коллекцию своих игрушек. Вот. Ну что, на этом все. Буду с вами прощаться. Больше ничего интересненького у меня нету. Единственное, я что хочу собрать фотографии с вашими работами, которые вы вяжете по моим мастер-классам, и смонтировать это все в один ролик. Так как фотографий много, и не знаю, стоит ли его дополнять сюда в вязовлог, либо просто снять все отдельно. Просто собрать все фотографии и смонтировать. Вот. Опять же думаю, стоит ли подписывать каждую фотографию, чья она. Если тот, кто смотрит, он может, ну, увидеть фотографию, понять, что это его. Обычно я, конечно, все подписывала, там хотя бы Инстаграм, либо ВКонтакте, какую-то фамилию, имя. Ну вот сейчас думаю, фотографий будет очень много, и каждую подписать, ну, даже не знаю. В общем, посмотрю, что с этим сделать. Ну, а пока говорю вам всем спасибо огромное за просмотр. Спасибо, что подписываетесь на мой канал, пишите комментарии, ставите лайки. Спасибо вам за это огромное. И всем пока!